Наша поездка в Кордобу началась именно так. Сегодня вместе с вами мы посмотрим архитектуру города, попробуем местную еду, посетим бары, ярмарки и просто насладимся поездкой. Обязательно досмотрите видео до конца. Поехали! Кордоба находится в центральной части Аргентины. Местные называют этот город «Ля Докта», знающий или ученый в переводе с испанского. Почему город Кордобу называют молодежным и студенческим, мы это выясним в нашем ролике. Мы не поверили, куда мы приехали. Предвкушение уже понюхать воздух. Как он тут пахнет. Ребята, я бы хотела напомнить о том, что теперь вы можете поддержать наш канал при помощи криптовалюты или же аргентинской карты. Ссылка будет в описании. Ваша поддержка очень важна для нас, потому что это невероятно колоссальная работа, все инструменты платные, а мы хотим делать контент круче, масштабнее и чтобы выходить в рейтинг топ по Аргентине. Помогите нам это сделать, так как вы часть нашей команды, семьи, вы с нами с самого начала. Поэтому мы очень ценим вашу поддержку, помощь. Или же вы можете поддержать нас через кнопку «Спасибо», которая находится под видео, выделив свой комментарий ярким цветом, и все узнают о том, что именно вы поддержали наш канал. И какой вы классный. Спасибо вам и смотрим дальше влог. Ну все, мы идем на автобус. Погода здесь намного приятнее. Я обещала оценить запах. Фу, не тут. Тут какой-то мочой пахло, извините, конечно, за такой контент. Но куда, правду, куда девать? Мы приехали вечером, но Кордоба, пожалуйста, второй крупный город в Аргентине. И, возможно, мы будем присматривать Кордобу как город для дальнейшего переезда. Не знаю когда, но, возможно, совсем скоро. Мы посмотрим, насколько нам понравится или нет. Оценим, так сказать, его еду, инфраструктуру, достопримечательности. Ну, в общем, все, посмотрим все вместе с вами. Поэтому едем в город. Доехать до центра оказалось не так просто, как мы думали, поэтому нам пришлось немного побегать. Опа, 25. ¿Sí? ¿Qué necesitan? 7.000. Solo efectivo. Sí. 6, 7, perfecto. Ну, muchas gracias. Gracias. Бежим. Что, она подождет нас, как думаешь? Пардон? Тут. Боже, почему они не пользуются Суби? Взяли чужую карту, чтобы доехать на автобусе. Весь автобус помогает. Gracias. Мне жарко стало. Кто думал, что так начнется путешествие? У нас все такое. Забег. Как всегда, забег. Непростое начало путешествия, об этом я расскажу позже. Ехали до центра примерно 40 минут. Встретила нас вечерняя Кордоба в пятницу вечером. Люди в это время уже отдыхали в парках, барах. В целом их было очень много, но наша первая задача – это заселиться. Что это было? Когда я записывала видео о том, что мы идем на автобус, вот, мы зашли за территорию аэропорта, прошли и думали, что там будет остановка, но там был круг, там не было остановки. Мы решили вернуться обратно. Там рядом с аэропортом остановка, где становится 25-й автобус. Мы думали, что он нам подходит, не подходит, мы как-то сомневались. Как только пришел 25-й автобус, мы зашли, спросили, что как-то нас не понимает, мы пытаемся как-то по-английски, по-испански. Сказали, вроде нет, не идет. Мы сошли с этого автобуса. Нам сказали, что аэробус подойдет. Он подъехал. Там одна из женщин, очень милая женщина, подсказала нам,
что он идет до центра. Она говорила на английском немного, и нам это помогло. Но когда приехал автобус этот же, мы зашли внутрь и приложили Суби. Они сказали, нет, они не работают, они здесь не работают. Они работают в Мендозе, они работают в Буэнос-Айресе, но они не работают здесь. Здесь Red Bus, да, правильно же я называю. Так получилось, что у нас не было этих карточек, нужно было как-то их брать. Мы предложили наличкой уже всем, чем угодно, пожалуйста, довезите нас до центра. Но нам вот эта пассажирка, которая говорила немного на английском, дала карточку, говорит, бегите на второй этаж в аэропорт. И вот, соответственно, вот этот весь путь я сняла, как мы бежали с ее карты, чтобы пополнить 7000 песо. Вот, и вернулись уже, отдали эту карту. Но это было приключение, слушайте, это было самое... Ах ты! Ах ты! Ах ты! Это было самое настоящее приключение. Ну, впрочем, как и всегда, как и в Мендозе. Если вы еще не смотрели наш влог, нашу поездку в Мендозу, обязательно посмотрите, потому что там было тоже очень много интересных ситуаций, когда нам нужно было на винодельню, нас привезли в город, где практически нет туристов, да, и людей очень мало. И нам пришлось идти в магазин, чтобы просить нам заказать такси. И это было настоящее приключение. Поэтому обязательно посмотрите это видео. Ну и продолжаем снимать. Вот. Мы добрались до отеля и заселились в очень миленькую квартиру. И сейчас мы ее вам покажем. Быстренько покажем, так чтобы просто ознакомить, так сказать. Итак, хорошо. Ну вот у нас получается вход. И здесь обеденная зона, посидеть, посмотреть телевизор. Дальше справа у нас ванная, шикарная ванна, где можно набрать. Ну, соответственно, все необходимое есть. Есть полотенце, есть посуда. Интересная планировка, на самом деле. Тут кухня. Все, в принципе, необходимо есть, но много не надо. Но здесь вот такая красота. Так. На самом деле комары летают. Комар один залетел к нам в дом. Добро пожаловать, комар из Кордобы. Ну, соответственно, спальня. Здесь такой обогреватель и второй выход на балкон. Ну, красота. Там фонтан, там здание, слева старый город. Вот здесь, ой, католический храм, насколько я понимаю. Ну да. Выглядит вообще Явно классно. не православный. Какой-то старый. Ну вот, как нужно разделять мусор. Пластик, стеклянные бутылки в форме бутылки. Ну, что за красота, кто это проектировал? Современная Кордова в Аргентине – это живой динамичный город, второй по величине после столицы Буэнос-Айреса. Все бары и рестораны были забиты людьми. Мы очень долго искали и нашли гастрономическую жемчужину. Так, нам уже второй раз поменяли воду. Я надеюсь, меня слышно. О, нифига, прикольно. И мы взяли пиво вот одно. Я взяла Ганой. Не знаю, что это за пивоварня. А Егор взял какую-то лауру. Пивоварня из города, родного города, владельца заведения. Короче, это крафтовое пиво, очень малыми партиями производится. Давай пробуем. Мы настоятельно рекомендуем этот ресторан к посещению. Невероятное сочетание вкусов. Мы до сих пор считаем этот ресторан лучшим. Такую-то вкусноту надо еще попробовать. И все, а потом спать. И завтра новый день, завтра смотрим все достопримечательности. Ну что, у нас второй день в Кордове. Мы идем завтракать и дальше смотреть достопримечательности. Сегодня в наших планах посетить самые топовые места, там, где должен побывать каждый, кто приезжает сюда впервые. Надеюсь, вы запаслись чем-то вкусненьким, ведь сейчас мы идем на завтрак, и он будет бесподобным. Какая огромная чашка! В первый раз нам налили кофе в такой огромной чашке. Ну что, у нас здесь омлет с ветчиной и сыром. Тоже омлет с хамоном, с хлебушком и сливочным сыром. Но еще принесли сок. Вкусный апельсиновый сок. Ну что за завтрак? Боже, всем приятного аппетита. Ведро не допито. Вот что-что, а завтраки в Аргентине очень вкусные. И тосты, и сэндвичи, и
круассаны. Вот, поэтому я лично кайфую с того, что здесь такое разнообразное меню завтрака. Мы взяли омлет, и там и хлебушек, и есть и с авокадо. В общем, вообще очень здорово. Улыбается. Чего хочет сказать? Я вспоминаю сырбский доручек. Тоже очень хороший был. Мне кажется, в Черногории тоже были достойные завтраки, но они немного однообразные были, на манер того, что люди кушают. Вот. Тут разнообразие побольше и тоже вкусно. Мне и там нравится. Ставим лайк завтракам в Аргентине. Синамон, синабон, точнее, с синамоном. Синнамон ролл. Да, это корица. Булочка с коричкой. Вот булочка с корицей, и тут сгущенка с брауни. Кофеечка. Сейчас будем есть. Восторг. Кайф желудка. Вот, думаю, ты скажешь просто, я говорю, кайф желудка. Оргазм желудка. Что вчера было очень вкусно, что сегодня. Ну, сегодня десерты прям восторг. А вчера было прям полноценное блюдо, и пиво было просто... Гастрономическая Кордоба пока что типа потрясающе. Я все вижу. У меня глаза... Хотела сказать, у меня глаза на попе. У меня глаза на затылке, я все вижу. Третий глаз, так сказать. Опе. Вот. Ну все, теперь можно начинать уже смотреть Кордобу. Исторический и культурный центр Аргентины, сердцевина культуры, университетов. В общем, если вы студент, то здесь, мне кажется, вам будет очень комфортно. Потому что очень много молодежи. Вчера была пятница, нам даже посоветовали сходить в район, где клубы, бары, где очень шумно и очень много движа Парижа. Туса происходит. Да, но мы до туда не дошли, довольно далеко от нас находится. Мы вот днем погуляем, посмотрим на исторический центр, посмотрим парки, да и, в принципе, покажем вам, как здесь живут люди, как живут, Как гуляют. как гуляют, да, максимум. Первый на очереди парк Ла-Серас. Данный парк был первым городским парком в Кордове, основанный в 1882 году. Это она вот так вот перед камерой прыгает, я вам скажу. Камера выключается. Ой, спина. Правда, пока не болит, пока все нормально. Вам кажется, что он сошел с ума, но нет. Это Оля, значит. Оля, вот, пожалуйста. Просто идешь по парку, и тебе тут внезапно жестикуляция для глухонемых, ну, скорее для обычных людей, чтобы понимать глухонемых. Круто! Даже есть QR-код. Пожалуйста, алфавит. Кому нужно, пользуйтесь. Так, ладно, пойдемте, ребят. А там флешмоб. Идем смотреть, идем танцевать. Привет. А что за праздник? 7 сентября, дорогие подписчики. Какой сегодня праздник? Празднуется. Я знаю, что завтра какой-то марафон вроде. Писали в чатах русскоязычных. Кто-то собирается бегать. Но что сегодня за праздник, непонятно. Может, не праздник, может, просто люди так отдыхают, собираются и танцуют. Идем дальше. Здесь можно отлично провести выходные, устроить пикник, потанцевать или выбрать более активный отдых, как баскетбол. Дальше мы направились к историческому центру. Исторические земли, на которых стоит современная Кордоба в Аргентине, населяли индейские племена. Однако в 15 веке эту территорию колонизировали испанские конкистадоры. Они-то и основали в 1573 году город, назвав его в честь испанской Кордобы. Еще несколько лет за местные земли велась ожесточенная борьба испанцев с индейцами. В результате последние были окончательно вытеснены с этих территорий. Кордоба в Аргентине стала активно развиваться с прибытием в эти места иезуитов в 1599 году. Кто такие иезуиты и какой вклад они внесли в развитие города, мы расскажем дальше. Для меня пока что Кордоба очень такой компактный, тесноватый город. Внутри
похожие улицы, как Арбат в Москве, где танцуют, где что-то продают, сувенирные лавки, очень много магазинов разных. А в округе города маленькие тесные улочки. Ну, помпезности, конечно, буэнос-айресской не хватает. Ну, точнее, с этим нельзя сравнивать. Это вообще другая страна как будто. Я думала, что они имеют какие-то близкую архитектуру. Хотя, да, колониальный стиль в архитектуре и там есть. Но здесь его как будто больше. Площадь Сан-Мартин назван в честь освободителя и борца за независимость от Испанской империи. Главная достопримечательность площади – кафедральный собор. Дороги, конечно, сомнительные на самом деле. Очень много неровностей. Но и в Буэнос-Айресе это тоже есть. Главный храм города – кафедральный собор, интересен смешением разных архитектурных стилей. В его фасаде гармонично переплелись неоклассицизм, классицизм и барокко, превратив его в настоящую жемчужину колониальной архитектуры Аргентины. Внутри собор не менее прекрасен. Величественный потолок, золотой алтарь. На что Кордоба похожа? Очень интересно. Кордоба ни на что не похож. Кордоба похожа на Кордобу. Он чем-то похож, как по мне, на Буэнос-Айрес, конечно. Но чем похож, вот эта мешанина архитектурная. Ну, как и любой большой, наверное, город современный. Что тут есть что-то историческое, но также намешано там социалистической застройкой вот это 80-х. То есть может стоять очень красивое здание, там, 19 века, и рядом к нему пристроена просто в туалетном кафеле вот постройка 60-х годов. Вот, но в центре очень красиво. Отходишь от центра, уже становится не так красиво, Да, как становится скучно и тесновато на самом деле. по-житейски, да, становится так. Ну ничего, идем к следующей достопримечательности. Площадь Сан-Мартина мы посмотрели. Платьюшки. Детей любовь, господи, собак любят. Как будто больше, чем детей. Потому что одежда для собак должна быть на каждой ярмарке. Когда это видишь, думаешь, боже, как это мило, как это круто. Особенно делают там разные платьюшки, футбольную форму для собак. Как я упоминала ранее, активное развитие внесли и иезуиты. Мы находимся возле старейшего иезуитского храма в Кордобе. Да, очень красиво. Так, но вы, наверное, хотите спросить, кто же такие иезуиты? Это мужской орден католической римской церкви, которые здесь построили кварталы, да, у них есть свои кварталы, у них есть свой район, где они построили эту церковь, которую мы сейчас проходили, университет действующий. И, соответственно, мы сейчас пойдем еще вторую часть посмотреть. То есть мы сейчас проходим именно вот эти кварталы иезуитские. Добавляй. А вообще, как я почитал, считается, что они чуть ли не город основали, что тут были индейские поселения. Они вот боролись с индейцами, выгоняли их отсюда. Ну, то есть занимались колониализмом и просветительством, миссионерством, да, это называется. Вот. И иезуиты тут первые начали чего-то строить. Да, это был первый университет в стране, первая церковь, как мы уже заметили. Плюс, но потом их выгнали в каком-то году, когда Аргентина стала независимой. Вот. Их отсюда погнали. Но университет работает до сих пор. Ну, то есть, получается, сами здание круговое, и внутри есть внутренний двор. Охраняется ЮНЕСКО, забыли сказать. Спасибо. Молодец. Машина запикала мою часть слов. Охраняется ЮНЕСКО, повторяю. Вот, про то, что не хватает места. Немножко ушли от центра, и там, где нет площади, ну, дороги, вот, довольно узкие улицы, даже для машин, не то чтобы для пешеходов. Ну и вот, как бы, вот так, ходишь, спотыкаешься. И велосипедные дорожки, вот, в Буэнос-Айресе, это, конечно, красота. Что сделали огромнейшие, широкие велодорожки. Здесь с этим небольшая проблема. Из-за того, что город стоит, и дома стоят очень плотно, и дороги вон, но для одной машины только. Но мы дошли до прекрасного еще одного собора. Церковь Капуцинов или Церковь Святого Сердца. Красивейший собор, который строили долгих 8 лет.
Мы собирались попасть туда, но собор открывался только под вечер, поэтому мы решили посетить его позже. Но по дороге домой мы обнаружили музей с современными экспонатами. Кстати, в Кордобе мы нигде не платили за вход. Все достопримечательности были бесплатны. Так, у меня осталось 2%. Мы решили вернуться в апартаменты. Мы зайдем в апартаменты на пару часиков, может на часик, передохнем. У нас пойдет вот эта невыносимая жара. И мы продолжим наши прогулки. Вот, и зайдем в ту церковь, которую только что подсняли. Посмотрим, что внутри. Она открывается в 4 часа. Ну а дальше гулять по барной клубной улице. Вот как раз вечер субботы. Я думаю, там будет очень шумно и людно. Победитель в игре пальчики. Что, от меня далеко не уйдешь, да? Ты у меня на привязи. Ждем автобус. Мы вернулись, чтобы зайти внутрь. Надеюсь, у нас получится. Под вечер мы вернулись к храму, потому что не зайти в такой масштабный, величественный храм было бы ошибкой. Собор в неоготическом стиле был построен миссионерами в 1934 году. Давайте посмотрим, какой колоритный он внутри. А я пока вам напомню поставить лайк, подписаться на наш канал, если вы еще не подписаны, и написать комментарий, а какие места в Кордобе нравятся вам. Мы уже второй раз воспользовались, в общем, общественным транспортом в Кордобе. И вот эти вот карточки, как раз таки Red Bus, которых у нас не было. Вот, но в апартаментах у нас была одна. И мы пополнили ее, и действительно проезд стоит дороже, чем в Буэнос-Айресе. В одном из роликов нам писали комментарии, что в Кордобе стоит проезд 940. В независимости от дистанции, то есть единая цена 940. Поэтому подтверждаем, что 940 транспорт дорогой в Кордобе. Эти карточки, я думаю, можно купить в каких-то киосках. В Буэнос-Айресе мы покупали себе в метро, но здесь, так как нет метро, я думаю, что есть какие-то киоски. И пользоваться общественным транспортом довольно удобно, очень много автобусов ходит. Кто говорил, что здесь плохо работает общественный транспорт, это не так. Вот. Развеиваем мифы, так сказать. Я не пойду в этот ресторан. Ты зачем меня сюда пригласил? Все, тебя уже записали. Меня уже увидели, все, ребята. Если вы смотрите этот влог, то меня не забрали никуда. Это я его монтировал, видимо. Приписка будет, кто монтировал. Да, вы увидите надпись в самом начале. Чьих рук дело этого прекрасного влога из Кордобы. Ну, а сейчас немножко местного вайба. Ну ладно, тут стройка какая-то. Что мне нравится, это пока что это еда. Здесь было недорого и очень вкусно. Ну что? Ну, я сравниваю, допустим, с Москвой. Если пойти в какой-то престижный ресторан, где тебе там над блюдом будут просто порхать, придумывать, как его украсить, как оно должно выглядеть, какой должен быть вкус, какая должна быть корочка там у курицы. Ну, когда реально заморачиваются над блюдом, оно будет стоить, 5000 рублей. А здесь мы вчера поели на $35. $35, 3 блюда. Да, они были небольшие, мы наелись. И пиво, и вкусное, реально крафтовое пиво. Вообще ни на что не похожее. Скажу уже. Коктейльной культуры постоянно много где вот джиггеры, шейкеры очень часто попадаются. Да, и кстати, в Мендозе тоже было. И магазины, и коктейли. Да. Мы еще не пробовали коктейли, но может даже сегодня попробуем какой-нибудь. Коктейль пиво со вкусом пива. Пивной коктейль, пиво и лайм. Вот коктейль. И немножко еще газированной воды. Вишевесенсию. А еще, как вы заметили, довольно холмистый город. Я
от себя ставлю небольшой минус, что здесь горки. Что за улица? Красных трусиков. Мы дошли до барной улицы, которую нам посоветовали, чтобы проникнуться атмосферой субботнего вечера и выпить вкусного пива. В Буэнос-Айресе нет такой улицы. Я не уверен, что в Буэнос-Айресе нет такого. Подписчики тебе скажут, что за улица такая в Буэнос-Айресе. Но мы не против. Пишите в комментариях, если знаете подобные улицы в Буэнос-Айресе, где есть бары, коктейльные, пивоварни разные. Ну, за отличный вечер. Первое пиво сегодня. Чик. Пиво обошлось нам. Счастливые часы, всего 3500, чему мы очень рады. 3500 песо, да. За 2 бокала. Да, По 0,5. восторг. Восторг. Приезжайте, все, кто любит пиво. Приезжайте в Кордобу. В Буэнос-Айресе тоже есть счастливые часы много где. Вообще в Аргентине это популярная штука. Этому мы очень рады были и приятно удивлены первый раз, когда попали на это. Всем привет! Мы, в общем-то, покушали сегодня в том же месте, позавтракали, что и вчера. Но вчера нам понравилось больше. В этот раз почему-то кофе меньше. Вот, Алена взяла чизкейк. И он какой-то не чизкейк был, а творог сверху на печенье. Ну, то есть он не запеченный был, не плотный, а такой, как кашица. Вот. И синнамон ролл был суховой. В общем, приходите в это заведение по субботам почему-то тут вкуснее. Третий день в Кордобе. Предпоследний наш день здесь. И мы решили немного, так сказать, отдохнуть. Приехали в большой парк в Кордобе. Если переводить на русский, то это название этого парка — парк дикой природы. Памятник собачки. Любой собачки. Там парк аттракционов, который непонятно работает или нет. Ну, скорее для детей. Аттракционы для детей, а в зоопарке для взрослых. То есть для меня. Мы зашли в парк. Вход бесплатный. Как это всегда бывает. За парком ухаживают, за животными ухаживают. Будем это делать не спеша, прогуливаясь, потому что лайтовый день, предпоследний, уже немножко подустали. Вход в парк бесплатный. И если зайти на сайт парка, основная идея – это защита и охрана флоры и фауны, находящихся под угрозой исчезновения. У тебя по окраине, да, ты идешь по прямой, а потом спускаешься вниз, и вот там как раз-таки все находится. Владельцы парка хотят создать максимальные условия экологического обогащения пространства, где живут животные. На входе нам объяснили правила посещения. Записали наш номер паспорта, мы не совсем поняли зачем, ведь на выходе нас также попросят показать паспорт. Сотрудников не так много, а площадь парка огромная. Возможно, к закрытию проверяют, все ли вышли, но это только догадки. За парком ухаживают, повсюду мусорки, лавочки для отдыха и указатели, где и каких животных мы можем увидеть. Ну, довольно популярная, да, тема, я так понимаю, для Аргентины, что в Буэнос-Айресе есть парк, экопарк, где деревья, растения, животные, где они им помогают, их лечат. Вот. И тут то же самое. Тоже парк,
тоже люди не берут деньги за вход. Ну, хотя бы крокодила. Хотя бы крокодила. Лебедя уже посмотрел. Если там нарисован крокодил, Ну, он он кого-то должен. смотрит, смотрит. Сейчас. Тогда будет контент. Большой крокодил. Пингвины. Пингвины. Это неправда, мне кажется. Их там нету. Пингвины пицца. И может еще там горилла будет. Моно. Было бы здорово. Сильвия. И жирафик. Рафик. Ну вот, никаких пингвинов. Никакого гиппопотама, Бориса, вот этого полярного медведя. Ни жирафика, а бильярду. Ни леона, ни льва, танго. Я просила крокодила, крокодил найден. Теперь мы ищем кошачьего животного. Спасибо, я хотел сказать, что это все абсолютно бесплатно. Помимо крокодила мы увидели множество птиц, уток, лебедей и фламинго, которые иногда ругались между собой. Живую дикую кошку не удалось посмотреть, поэтому пришлось зайти в инстаграм парка. Ну вот, на самом деле животных не так много. Нам, как всегда, не повезло, что в Буэнос-Айресе мы не видели ни кошачьих, ни слона. Хотя вот, да, и там, и здесь, и вот загон для слонов. Там жирафы. Пожалуйста. Там жирафы были хотя бы, да. А здесь черепахи. Ну ладно, тут крокодил. Ну это тоже интересно. Возможно, вы нам посоветуете какие-то зоопарки в Буэнос-Айресе, где мы сможем посмотреть больше животных. Хотелось бы сходить, посмотреть на животных, которые обитают именно в Латинской Америке, там, в Северной Америке. Возможно, некоторых животных мы не видели. Так что да. Вот. Посоветуйте, пожалуйста, в комментариях, какие зоопарки в Буэнос-Айресе, может быть, рядом, куда бы мы бы смогли съездить и посмотреть. Так, ну что, вот, да, я говорила про траву, что она, посмотрите, какого желтого цвета. Зеленые деревья желтого цвета, тут песок, асфальт. Странно, очень странно. Так, идем за черепаном. Егор не может без них жить. Мне они не очень нравятся, но нам порекомендовали, что они будут очень вкусные. Ну, посмотрим. Как я и сказала, это место нам рекламировали как самые вкусные черепаны в городе. Это действительно было очень вкусно. Егор не даст соврать. Как тебе черепан? Черепан в восторге. Мы его Очень вкусный. не успели заснять, потому что хотели уже его попробовать. Долго ждали его, когда приготовят. Очень вкусно, много овощей там нам положили, мы выбрали. Вкусный чимичури. Вот, хороший очень. Кордоба в Аргентине находится в районе субтропического климата в равнинных степях, пампасах. Природа за пределами города – это то, на что стоит обязательно посмотреть, но для этого нужно арендовать машину. Но наша цель – это присмотреть город для дальнейшей жизни. Наступает вечер, и мы возвращаемся на ту самую молодежную барную улицу. Жара иногда останавливает нас, чтобы передохнуть. Ух ты ж. Я думала, будет меньше. Положили. Так классно. У меня тут всегда речи и шоколад. А у Егора какие-то и чизкейк, и с ягодами. Он неожиданно взял. Скажи, я хочу фруктовый. Ну, понятно. А я вот не изменяю своему выбору. Ходить на ярмарки в Аргентине – это как отдельный вид искусства и наслаждения. Люди не перепродают коммерческие вещи. Все, что вы видите, это ручная работа и большой труд людей, который можно оценить как профессиональный. Украшения, фигурки, колбасы, картины. Здесь можно купить вещи, которые очень приятные по цене, привезенные из Америки, которые доступны для простого аргентинца. Головоломка, наш любимый мультик. Не с тобой в этой комнате, да? Ты посмотри, не признается, ему стыдно. Видишь, сына, это нормально. В смысле? Какой твой любимый мультик?
Ну, если так поразмыслить, то, скорее всего, Наруто, конечно, есть. Ну, это аниме, конечно, но типа... Это не то. Мы говорим про мультик, давай полнометражный мультик. Но мне вот «Холодное сердце», допустим, больше понравилось. «Холодное сердце». Мгм. Ну да, на самом деле Егор даже музыку подбирал и играл и пел на русском, на английском и на испанском. Вот. Надо будет как-нибудь ставить видео. Егор сыграет на гитаре. «Холодное сердце» тронуло его сердцем. Ля Ньеве пинта ля монтанья, ой. А продолжение будет, когда мы вернемся в Буэнос-Айрес. А я могу сербскую песенку спеть. Ой, чистое, модре, плаво море, свои перчика смодвує. Что-то там, та-та-та-та-та. Идемо до плажи. Где ты тражишь? Ой, де ти тража? Большое количество университетов в Кордобе, молодежь, бары, ярмарки мыслили с культурой жизни в Кордобе и по-настоящему прочувствовали этот город. Так, ну что, всем доброе утро. По традиции завтрак перед вылетом со сладостями. Кордоба нас как-то подсадила на сладкое, на брауни, на вкуснейший синнамон ролл, да. Ну и сейчас взяли какие-то совсем другие десерты. Попробуем и будем ехать в аэропорт. Совсем немножко до времени, когда закончится наше такое вроде маленькое, но такое большое путешествие. Мы уже на самом деле немного устали. Поэтому... Кордоба нас очень вкусно накормила, показала красивые места, улицы, уютные бары. Но все-таки мы соскучились по Буэнос-Айресу. Пока что мы не готовы переезжать в Кордобу. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Всех обнимаем.